Всем привет, с вами Ресим и добро пожаловать на канал о симуляторах. И сегодня для вас обзор на Caravan. Как вы уже догадались, это симулятор каравана, где вы в роли караванщика, загруженного товарами, будете брести через опасную пустыню с желанием заработать. Что ж, желаю всем приятного просмотра, начнем торговлю. Итак, все происходит на Аравийском полуострове. По сюжету вы наследник ирамского трона, который за свою жизнь палец о палец не ударил. А ваш отец хочет, чтобы вы обучились торговле и отправляет вас во главе каравана на простенькое дельце. С вами еще отправится ваш дядя, который введет вас в курс дела. А по возвращению домой окажется, что родной город разрушен и никого кроме отца, который велит вам спасаться, не осталось. И вот так вы оказываетесь в свободном плавании в пустыне, так сказать, начиная свой путь торговца, чтобы набрать средств, найти помощь и выяснить, что произошло с семьей и городом. В основе игры лежит, конечно же, торговля между различными крупными городами и мелкими поселениями. Смотрите, какие товары продаются задешево, и везите туда, где продадите их намного дороже. И вроде бы звучит все просто: вози себе товары туда-сюда и не знай бед. Но одним из важных ресурсов в пустыне является, конечно же, вода. Без нее вы вряд ли куда-то доберетесь. В каждом поселении будет возможность пополнить запасы воды, но не бесплатно, конечно же. А также можно купить дополнительные бурдюки, чтобы увеличить свой запас. Это особенно важно, когда ваш караван разрастется и вы обзаведетесь животными. В игре их, кстати, 3 вида: лошади, ослы и верблюды. У всех свои преимущества. Например, лошади повышают скорость каравана, ослы помогают перевозить больше груза, а верблюды расходуют меньше воды. Кроме торговли, в поселениях можно брать второстепенные задания, за которые вы получите деньги, опыт, а иногда ценный артефакт. Кроме животных, можно нанять помощников, которые тоже помогут облегчить ваши путешествия. Например, наемник с более высокими боевыми характеристиками поможет справиться с бандитами, злыми духами или змеями, например. А красноречивый купец поможет получить больше выгоды, когда вы начнете торг. На рынке без торга никуда. Также есть мудрецы, разведчики и воры. У каждого типа помощников есть свои навыки, которые можно использовать один раз в день или 2. Как, например, увеличение боевых характеристик, дальности обзора, лечение всех персонажей, скорости движения каравана и другие. Время летит в игре незаметно, поэтому даже не заметите, что время перезарядки навыка уже закончилось. Кстати, чтобы усилить эти навыки, вашим компаньонам тоже можно назначить помощников, которых вы случайно встретите в пустыне, или наймете в поселении, или же купите у работорговца. Лимит помощников можно увеличить только путем повышения уровня и вас, и компаньонов, а это делается за деньги и немалые. Как в принципе и наем сотрудников в ваш караван, тоже весьма внушительная статья расходов. А повышая уровень, также появится возможность использовать более продвинутые артефакты, дающие неплохие бонусы. И ко всему прочему, не стоит забывать о том, что чем больше людей и животных в караване, тем больше воды вам понадобится в дорогу, а в пути всегда могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые могут замедлить караван, например, песчаная буря, или порвется мешок с товарами, или бурдюк с водой, что более опасно. Могут и другие неприятности случиться, это же пустыня. А боевая система выполнена в виде мини-игры с игральными костями, где каждая из сторон по очереди выбирает нужные кости, повышая свои характеристики. Кости бросаются один раз со случайными значениями, так что нужно тщательно продумывать свой ход, чтобы не проиграть. Хотя иногда проигрыш неизбежен, ввиду того, что вы оказываетесь гораздо слабее противника по начальным характеристикам. Торг с купцами происходит по той же системе, отличие только в том, что для торга используются социальные навыки, и все происходит за один раунд, так что бороться за выживание как в битве вам не нужно. И в заключении, в игре приятная рисовка и звуковое сопровождение, особенно когда у вас в караване есть ослы, вы будете постоянно слышать их крики или как их называют. Музыка в восточном стиле звучит очень подходяще на фоне пустыни. И еще джинны тут не исполняют желания, а вот напакостить это они с радостью.
И на этом у меня все. Всем спасибо, что смотрели до конца. Всем удачи. Ну а мы увидимся в следующей серии. А пока, всем пока.